Ну что, друзья, сегодня мы хотим с вами поговорить о наших мечтах, о том, как позволить себе любую реализацию любой вашей цели, которую вы только хотите и можете представить или не можете представить. Почему это важно для человека? Вы знаете, я вот советский человек, я воспитана на советских фильмах, и вы все знаете такую фразу, известную из нашего фильма, что человек без цели – инвалид. И это так и есть, потому что если человек не проставляет себе какие-то цели и задачи в своей жизни, то у него ничего не меняется. Почему? Потому что наша структура, так устроен человек, что у нас есть, как психолог скажу, есть сознательная часть, это то, о чем мы знаем точно про себя. Например, я знаю, что меня зовут Наталья, я знаю, что я живу в Хургаде, я знаю, что у меня есть определенная семья, что у меня муж, 3 детей, что у меня есть внук. Это я точно про себя знаю. И еще сознательная часть состоит из того, о чем мы не знаем. Например, я знаю, что я не умею кататься на коньках. Я знаю, что это существует, но я знаю, что про себя, что я не умею этого. То есть я знаю о том, чего я не знаю. И это наша сознательная часть. Но у нас еще существует бессознательная часть. Это такое невидимое тело, ну как бы в кавычках, невидимое тело, о котором все говорят. И сейчас все, кому не лень, пользуются этим понятием бессознательно, но не каждый понимает, что это такое. Бессознательно – это наши вытесненные установки, которые были заложены в нас в детстве, либо в прошлых реинкарнациях даже. Вот кто верит в реинкарнацию, понимает, о чем я говорю. Из прошлых жизней. У нас есть кармические определенные паттерны поведения, и это все находится в бессознательном. То есть это та зона, о которой мы ничего не знаем, но она существует. И что это за зона? На самом деле, все, что в нашей жизни происходит, это происходит с подачи бессознательного. То есть наше бессознательное, оно создает все наши истории вокруг нас. Понимаете, в чем фишка-то? Потому что влияет бессознательное и создает мой реализ. Вот у вас были такие истории, что вы вдруг наорали на своего ребенка, и потом приходите в себя и думаете, а что я орал-то? А почему псих какой-то случился? А почему я так среагировала? И каждый раз вы принимаете решение, что я больше так делать не буду, но потом что-то происходит в жизни, опять планка упала, и опять человек выдает эти эмоции. И он как будто в этот момент сам себе не принадлежит. И это и мучает человека, потому что по сути своей мы все хотим быть хорошими, никто не хочет быть злым, агрессивным или злостным родителем, как в этой истории. Мы хотим спокойствия, доброты и любви, все абсолютно. Но не всегда так получается. И виновата в этом бессознательное, потому что есть где-то в вашей структуре спрятана история про то, что вот с ребенком, когда он себя плохо ведет, нужно вести себя так. Может быть, это ваши родители также вели себя с вами. Может быть, еще что-то, не знаю. Но это находится в бессознательном, и поэтому оно влияет на вас. И также с мечтами. Вообще я хочу сказать, что русскоговорящее население у нас очень туго с мечтами. И самый страшный вопрос, который я задаю людям, это что ты хочешь? И нам очень сложно сразу ответить на вопрос. Очень мало людей понимают, что они на самом деле хотят. Очень мало людей задумываются о своей жизни, о том, куда мы идем, что мы хотим. И поэтому такая жизнь у нас какая-то не очень процветающая, мягко говоря. Вот американцы, они четко на этот вопрос отвечают, у них как-то это заложено, понимать, стремиться, двигаться, ну, у них там более достигаторское такое окружение на их территории. А у нас не смей ничего думать, не смей ничего мечтать. А еще если у человека какие-то большие мечты, то принято это высмеивать. И поэтому
Мечта – это очень сложная история про каждого человека. И чтобы получить жизнь своей мечты, к ней нужно еще продраться, прям именно или выгрызть зубами, или пролезть к ней, или очень глубоко работать над собой. Поэтому сейчас существует очень много помощников, коучей, которые позиционируют себя, что они вам помогут достигнуть вашей мечты, что все это легко. И особенно сейчас процветает индустрия медитативных практик, где вам говорят, ничего не нужно делать, ты просто садись и визуализируй. Вот мечтай о своей мечте, вот представь себе яхту, что ты на этой яхте сидишь, и каждый день делаем медитацию, и у тебя яхта появится. Ну давайте мы включим свою сознательную часть и посмотрим, так ли это. Вы знаете, я хочу вам дать один совет, который желаю пользоваться им всем людям абсолютно. Слушайте всегда себя. Вот здесь у вас есть ответ, как отклик. Правда ли это или нет? Слушайте себя. Ваша душа всегда вам скажет, так это или нет. И если вы будете развивать вот эту связь со своей душой, то вы начнете понимать мир, но со своей позиции, кто я и что я. И вот когда вам говорят, вот садись и медитируй, что вы чувствуете по этому поводу? Как вы думаете, правда ли это? Откликается ли вам это? И давайте посмотрим логическим, сознательным своим вниманием на эту историю. Вот если вы сядете и будете мечтать, яхта, приди, неужели вы думаете, что она появится? Ну, конечно, нет. Поэтому многие люди говорят, что все это не работает. Вот они медитировали, просили, и ничего не произошло. Да потому что у нас есть одна структура, о которой мы забываем. Это физическое тело. Яхта – это физический план, или ваш дом – это физический план, или в путешествии – это физические действия, или деньги – это физика. Оно существует в физическом мире, и мы можем это пощупать. Физический мир, он осязаемый, и его можно потрогать, взять и сказать, да, вот это у меня есть. И он существует по факту, либо не существует. Поэтому, если не добавлять физические действия в свою медитацию, то никакая яхта вам с неба на вас не свалится. И я хочу немножко поговорить с вами о том, как же правильно ставить свои задачи, цели и мечты. Потому что я с этим работаю уже 15 лет, и у меня люди достигают невероятных целей, задач. И покупаются и яхты, и пароходы, и самолеты, и мерседесы, и крутые дома. И все это можно допустить в свою жизнь по мере развития своего сознания. Ну что, с чего нужно начать работу с целями? Это действительно, товарищи мои, работа и проверка человека на приверженность себе в достижении своей цели. Если вы поставите какую-то цель для себя, то нужно обязательно ее достичь. И не отказываться, потому что как только человек определяет ту цель, которую он хочет получить, тут же начинаются эгоистичные искушения, тут же все пространство как бы вокруг встает дыбом и говорит, тебе это не надо. Особенно родственники бывают, говорят, да ладно, что ты там захотела, бриллианты, какие тебе бриллианты? Или путешествие, да куда ты поедешь, да сиди здесь, пошли лучше побухаем. Это просто идут проверки от этого мира на действительно ли вы это хотите, потому что мир так устроен физически, что ему нужно немножко времени на то, чтобы реализовать вашу мечту. Если бы каждая мысль мгновенно исполнялась, то представляете, что бы с нами было, потому что если наблюдать за мыслями, чего там только не приходит. Иногда такой ужас придет в голову, что человек думает, откуда вообще у меня такие мысли. И поэтому хорошо, что все это не реализуется, сразу не воплощается. И чтобы что-то воплотилось, нужно потрудиться. И нужно обязательно добавить такой элемент, как волю. То есть воля. Я все равно хочу эту цель, я все равно ее достигну, мне все равно это нужно. И каждый раз нужно это заявлять самому себе в первую очередь. То есть первое, что нам нужно, это правильно поставить себе цель и определить ее как задачу. Потому что мечта и цель – это абсолютно разные вещи. И если вы думаете, что если вы мечтаете о чем-то, а мечта – это фантазия определенная, вы сидите и в мозгах себе
рисуете картинки, и вы думаете, что эти картинки это и есть ваша цель. Нет, цель, ее нужно перевести тоже в материальную сторону. Нужно ее конкретно прописать. Как только вы начинаете прописывать, что у меня есть путешествие, давайте возьмем цель как путешествие. У меня есть путешествие, допустим, вы хотите приехать к нам в Египет. Цель как путешествие в Египте. Вы прописываете, вот я поехала в Египет, пишите в настоящем времени, потому что когда вы пишете в будущем времени, то это значит, я когда-нибудь поеду. И вы каждый день себе говорите, я когда-нибудь поеду, я когда-нибудь поеду, и это всегда не сегодня. Для этого мы пишем в настоящем времени, что я поехала в Египет в таком-то году, в таком-то месяце отдыхать, в отель пятизвездочный, допустим, да, на 10 дней. Вы ставите себе конкретную четкую задачу, которая определена в пространстве и во времени. Вы точно понимаете, к какому времени у вас должны быть и деньги на эту цель, и отель куплен, и все, билеты куплены. Короче, все должно сложиться к этому времени. То есть правильная заявка – это 50% уже успеха вашей реализации, вашей задачи и цели. И как только вы прописали свою цель, она становится задачей. А когда у нас есть задача, то у нее обязательно есть всегда решение. Ну так ведь? Так. И теперь эту задачу легко воплотить. Можно ее разбить на подцели и просмотреть, что нужно для того, чтобы эта задача реализовалась. Нужны деньги на билеты. Вы смотрите, сколько стоит билет. Примерно, да, вы выбираете ту сумму, за которую вы хотите купить себе билет, каким классом вы летите. Потом вы определяете, в какой отель вы хотите, вы исследуете эту территорию. Тот отель, который вам откликнулся, вот туда желательно и поставить себе фишечку, что вы там будете отдыхать, чтобы это вам было приятно, чтобы у вас подключились чувства в этой задаче. Потом вы смотрите, сколько дней бы вы хотели. Даже если у вас нету такого отпуска, то если вы будете очень сильно работать над своей задачей, не сильно, а приверженно работать. Приверженно – это быть при вере к своей цели. Если вы будете стоять за свою цель, не отказываться от нее, а утверждать ее, то она обязательно развернет, даже все пространство развернется так, как вы себе даже представить не можете. То есть появится время, отпуск, и все сложится, что вы именно в это время будете свободны. Главное все время верить. И помните, как в Библии сказано, по вере вашей дано будет вам. Это не про то, что верить в Бога, в Иисуса Христа, хотя вера в Бога – это тоже очень важная часть нашей жизни, и когда-то все к этому приходят. А верить в то, во что ты веришь, что ты получаешь в своей жизни. Вот ты веришь, что у тебя будет эта цель реализована, она начинает раскрываться, начинает все вокруг меняться, и даже мир ничего не может сделать с тем, что он просто начинает тебе отзываться, откликаться и под тебя подстраиваться. Если не веришь, если есть сомнения, то это тоже будет по твоей вере тебе дано. Все сомнения тут же реализуются, и ты получишь все свои неверия, потому что по вере ты получил неверие. По неверию получил из веры своей тот результат, в который ты верил. Ну что, когда мы правильно записали с вами цель, поставили, абсолютно любую цель можете ставить, не ограничивая себя. И то, что вам откликается, то, что действительно вам хочется, то, что действительно вам нужно. Вы послушайте себя. Может быть, вам хочется жить в какой-то красивой большой квартире. Может, вам хочется новую машину купить классную. Может быть, вам хочется отношения создать, путешествие. Вот что-то в вашем сердце все равно откликается, что-то вас зовет. Ставьте эту цель смело и прописывайте ее так, как мы с вами договорились. Что дальше нужно? Каждая цель, она, конечно же, требует денег. И я хочу поговорить с вами о том, где же взять эти деньги и откуда они приходят. Потому что, да, я прекрасно понимаю, что вы мне сейчас начнете говорить, вот у меня нету денег, и я вот хочу, и что я запишу сейчас, и что это, откуда оно у меня появится. Да, конечно, ниоткуда не появится. Над этим тоже нужно правильно поработать.
И мы с вами сейчас создадим эту работу, и у вас обязательно появятся возможности. Деньги приходят, когда есть возможности. Поэтому задача ваша, чтобы получить вашу цель и позволить себе новую мечту реализовать, нужно открыть свои возможности. Есть один большой секрет, который на самом деле не секрет. И если вы проанализируете, как это у вас происходило, есть какие-то задачи и мечты, которые вы уже получили в своей жизни, у вас уже есть какие-то достижения. И если вы посмотрите сценарий получения этой мечты, то вы увидите эту закономерность, что даже если у вас не было денег, но вы чего-то очень сильно хотели, откуда-то волшебным способом деньги пришли. Есть такое, да, Вика? Вот. Потому что на самом деле это все вранье, что человеку нужно зарабатывать, стремиться, копить деньги, мучиться, чтобы что-то себе дать. Это не так не работает в этом мире. Есть духовные законы, есть физические законы этого мира. И когда мы все эти законы вместе объединяем, то и деньги приходят тем способом, которым они могут приходить. Вот что касается нашей мечты и нашей цели и задачи. Поставили мы эту цель и задачу. Мы действительно четко решили, что будет так. Будет так и никак иначе. И начинают подниматься всякие препятствия в нашей голове в виде мысли: ой, у меня это не получится, ой, я это не смогу, ой, а надо ли оно мне или не надо ли оно мне. И это нормальная история про нас. Это ум начинает нас сохранять в той зоне, в которой мы находимся. То есть задача ума никуда вас не выпустить, ни в какое путешествие, ничего нового не допустить в вашу жизнь. Вы понимаете, что это структура, которая в вас существует, и она вас охраняет. И она поднимает стражей, которые охраняют территорию. Вот есть у меня вот моя хатка маленькая, и вот этого и достаточно, и не надо тебе больше. И это правильно, потому что ум, как компьютер, с его точки зрения всего хватает, ничего не надо. Потому что, чтобы что-то получить за пределами вашей сегодняшней жизни, нужно что-то поменять. А ум ничего менять не хочет. И еще из бессознательного там прилетает: а помнишь, уже ты однажды мечтала, у тебя что-то не получилось, и никогда ты вообще ничего не получишь. Это вот из бессознательного начинаются, короче, все эти кошмары и ужасы в нас подниматься. И самое сложное — это человеку перейти через эти внутренние препятствия. Несложно заработать денег, несложно поехать в путешествие. Это все не так сложно, как сложно человеку поработать с собой внутри, перейти через все эти сомнения, через все эти гнобления себя, через неприятие себя, через вот эти программы невозможности, неуспешности. Потому что если вы привыкли себя не выпускать куда-то за пределы, не строить цели, не расширяться, то это нормальная такая жизнь. Но и это не хорошо, не плохо. Можно, конечно же, остаться в том же. Но поймите, если у вас есть определенный устой в жизни, и вам хочется чего-то другого, то нужно что-то поменять. Это так работает. Что-то нужно поменять. Если вы ничего не меняете в себе, в своем поведении, во взаимодействии с этим миром, то ничего нового не приходит. Это закон. Поэтому понимайте, что когда вы ставите какую-то цель, задачу, это обязательно расширение, обязательно что-то нужно новое добавить в свою жизнь. Нужно заявиться на побольше денег заработать, заявиться на то, что вы рискнете. Это определенный риск. Помните, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Какой риск здесь говорится в этой поговорке? А именно тот, что рискнуть, позволить себе рискнуть. Даже кому-то очень трудно помечтать о чем-то большем. И это для кого-то это уже большой риск. Сказать себе: да, я действительно хочу чего-то большего для себя в своей жизни. Вы понимаете, что на духовном плане нам обязательно начинают помогать силы, которые стоят за расширением. Потому что задача человека и всего живого вокруг расти. И как только вы заявляетесь на рост, рост ваш — это новая мечта какая-то. Как только вы заявляетесь на это, тут же появляются силы, которые начинают вам помогать. Тут же в вашем поле появляются эти возможности. Поэтому все, о чем вы замечтаете, все, что вы захотите, вы можете получить. Вот в это поверьте. Вы можете получить абсолютно все.
Также можно посмотреть на примеры других людей. Если какой-то человек чего-то достиг, то и ты 100% тоже можешь этого достигнуть. Делал ты это или не делал, этот человек, который этого достиг, он тоже когда-то сделал это в первый раз. То есть вам доступно все, если вы начинаете управлять своим вниманием, своими физическими действиями, своими мыслями. Если вы начинаете работать со своим внутренним миром, то вы можете расшириться абсолютно на любую задачу в вашей жизни. Итак, снова про деньги. Как-то